Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на 2024 год. Год дракона. Дракон – знак небесного могущества и влияния, поэтому преобразования, какие-то реформы, они неизбежны. Будут реальные изменения, которые могут привести к каким-то непредсказуемым событиям. Возможны и метаморфозы. Пришло время снести устаревшее и построить что-то заново. Для вас, мои дорогие овны, с влиянием еще и Плутона, риск как будто будет неизбежен. Но он должен быть не просто риск, неосознанный, а вот какая-то логическая просчитанность до мелочей любой ситуации. Она предполагается. Скучать, конечно, не придется, поэтому это здорово. И ваши энергии, они как раз востребованы. Но еще и год благоприятен старта для личной жизни. Вы будете вызывать доверие у людей, вызывать симпатию. И поэтому для тех, кто один или одна, правда, найти свое счастье будет очень важной составляющей для вашего дальнейшего роста. И, кстати, где-то и для характера. Ваши качества, мужество и решительность – это то, что как раз нравится дракону. Вы независимы, и в этом вас будет дракон тоже поддерживать. И что касается нашего положения в социуме, новые знакомства и какие-то отличные возможности. То есть вообще будет много людей вокруг вас. И это может говорить как и о личной жизни, так и о том, что вы захотите поменять окружение. И словно в этом дракон вам будет вторично тоже помогать. Однако, чтобы все это сохранить, придется приложить немало и дипломатии, и к этому нужно быть тоже готовым. Вот давайте мы с вами посмотрим на картах, как видят для вас карты Таро. Не всегда Таро-прогнозы совпадают с планетарными прогнозами, но мы зададим конкретные вопросы. Да? И давайте первый. У нас будет 3 колоды сегодня. И на золоченом Таро. Важное событие или чем мне запомнится год 2024. Как видят карты. Достанем такую карту. Важное событие. Вторую карту. Что нового войдет в мою жизнь или что, может быть, начнется в моей жизни, что придет с приходом 2024 года, что у меня будет на пороге, какие, может быть, события, свершения или какая-то конкретика вашей жизни. И третью карту мы достанем, каковы неожиданности. Что случится, произойдет, но то, что мы не предполагаем. На колоде Таро иллюминатов мы с вами тоже достанем 3 карты. И вопросы будут у нас такие. Первый. Что будет радовать в 2024 году? Давайте узнаем. Что будет радовать представителей знака зодиака Овен? А что нам будет помогать? И что нам может помешать? Или чему не время будет? И далее мы достанем после на метафорических картах 78 дверей. Достанем еще карты, какие двери будут открыты. Узнаем после. И что я смогу осуществить. Вот такие вопросы. Итак, важные события или чем запомнится год. 9 кубков. Знаете, вообще я называю эту карту, пусть не в этой колоде, карта эгоиста. Почему? Потому что у нас все получается. Это и материальный какой-то успех. Это вообще в принципе то, что мы задумали, мы это осуществляем. И посмотрите, у нас показан человек, который как хозяин какой-то, может быть, таверны или чего-то, ресторана назовем, да, он именно хозяин. Он доволен жизнью. Он показан на картинке как бы предопределено благополучие и то, что в принципе его все устраивает. Он как будто за здравие кубок поднимает. Это можно говорить еще, может говорить точнее и о нашей хорошей физической форме, когда у нас хватит и душевного где-то равновесия, так у нас хватит и физических сил осуществить любой наш план. И здесь
если мы говорим, чем запомнится, благополучный год для самореализации от начала до конца. Правда, нечего добавить. Давайте откроем вторую карту и узнаем, что нового войдет в нашу жизнь. В личной жизни могут быть изменения. Или для тех, кто в паре, у кого сейчас все хорошо, значит, тогда еще как будто лучше. Ведь король кубков как раз и говорит о том, что и часто по этим картам наши супруги проходят, или наши люди, с которыми мы вместе проживаем. И, знаете, здесь как единение души, как полное будет взаимопонимание не только на уровне эмоций или нашего жизненного восприятия, а еще и по финансам будет согласие. Потому что для короля кубков две сферы очень важны, и они у него под контролем, они у него наиболее как бы получаются. Это как раз про любовь или про чувства и про деньги. И надо сказать, вот эти две энергии, денежная и любовная, одна другую дополняют. И когда они находятся в балансе, у нас тогда практически все получается. У нас получается и, может быть, организовать бизнес или добиться каких-то высот в профессиональной деятельности или в творческом поприще. Тоже мы здесь можем стать как известными, так и, может быть, создать шедевр. В личной жизни, наверное, окрыляет взаимоотношения такие, которые позволяют нам чувствовать себя более уверенными, окрыляться, может быть, когда наш партнер нас поддерживает в хорошем смысле, придает нам, ну, наверное, желание смотреть в будущее с большим оптимизмом. И главное, мы видим уже какие-то возможности. Ведь для нас партнер как будто поддержка. Вот тут личная жизнь для вас может заиграть, ну, наверное, всеми красками. И могут приходить такие новые планы, которые вот даже сейчас, может быть, на данном этапе, когда вы смотрите видео, если вы в 2023 году, вы можете даже не предполагать, насколько может измениться в 2024 ваша судьба. Все что угодно, но полный баланс, я об этом уже сказала. Давайте мы посмотрим, какие неожиданности. Ну, королева мечей, вообще про образ Юдифи, и это когда мы берем на себя ответственность, это когда мы принимаем важные решения в жизни, вообще, когда мы прощаемся с прошлым, и где-то ускоряем этот момент прощания, потому что не видим, первая как бы причина, не видим продолжения, потому что что-то для нас стало балластом, а с другой стороны, это второе, мы понимаем, что как прежде просто не может быть. Я уже больше так жить не хочу. А для кого-то из вас чистолюбивые планы могут вас подвигнуть на что-то такое грандиозное. Потому что по этой карте еще проходит как момент, когда мы готовы учиться чему-то. Или мы готовы где-то быть в других энергиях, словно все-таки у нас ведь королева мечей, больше руководствоваться логикой, рационализмом для того, чтобы как-то изменить кардинально свою жизнь. Может быть, для вас вот такие перемены и будут как метаморфоза. Вы оглянетесь назад, где-то в середине 2024 года, и сами для себя удивитесь, что насколько я изменился или насколько я изменилась, насколько поменялись не только мои планы, а именно восприятие мира. Поменялось, может быть, и окружение. Вот тут ведь мы как раз меняем окружение. И неожиданности мы все-таки, если смотрим в значении, когда на самом деле какие-то неожиданности в плане даже с минусом нас могут подстерегать. Так вот, эта карта тоже говорит, что все зависит от нас. Обратите внимание, что изображены птицы, то есть, а птица это где-то как работа правильная с информацией, правильное восприятие информации, где-то анализ, то есть уметь увидеть, что есть по факту. И год 2024, он будет все равно где-то противоречивый, а мы должны, ну, какую-то суть словно выудить из большого вороха информации или новостей. Для нас будет важно, что есть по факту. Так вот, если мы уже говорим о фактах, не торопиться, наверное, откликаться на
услышанную какую-то информацию или не поддаваться для вас будет важно какому-то первому импульсу, себя словно остановить, дать время на подумать или рационально решить, можно этому доверять или нет. Момент вашего доверия будет сам по себе важен, если мы говорим про неожиданности. И возвращаясь к карте самой, у нас указаны птицы, и одна из птиц как будто опустилась критически низко и подлетела к кошке. Я надеюсь, это видно. И кошка милый зверь, ничего не предвещает и выглядит совершенно безобидно. Но мы-то с вами знаем, у кошки грозное оружие, острые когти. И один мгновенный бросок, чем у нас отличается это животное, будет означать какой-то крах. Поэтому для птички, по крайней мере, да, если мы говорим все-таки про карты, поэтому настолько себя надо беречь, понимаете, где-то предвидеть эту кошку, что не всегда то, что как оболочка нам, да, какая-то представляется, будет соответствовать содержанию, или то, что нам могут говорить и преподносить в каких-то, радужных таких перспективах на самом деле этим окажется. И поэтому, если мы более рационально подходим, для вас неожиданностей в принципе нет. Как будто в вашей власти что-то предусмотреть, правильно, рационально переосмыслить что-то. И, может быть, прежде чем участвовать, от чего-то отказаться. И так вот может тоже проиграться. Но практически все у вас под контролем, в ваших руках. Нет того, посмотрите, нет ни одного старшего аркана. И значит, сами по себе какие-то внезапности или форс-мажоры нам, по крайней мере, в верхнем ряду об этом не говорят. Давайте будем смотреть дальше. Что меня будет радовать? Какое-то, как и новое начинание, новый проект, когда у вас все получается, когда, знаете, словно находятся нужные люди, или какие-то новые возможности тоже вот в то время, когда они нужны, когда вы можете отчасти опереться в чем-то на свой опыт уже и в то же время соединить словно то, что я уже наработал, или то, что мне знакомо. Но не грандиозно, но в какой-то части все-таки у нас опыт присутствует. Это символически изображено в пучке колосьев, который принцесса Пентаклей поднимает выше головы. То есть это имеется в виду, что наша где-то готовность к тому, чтобы мы что-то осуществили. Мы в себе чувствуем как и опыт, так и силы жизненные. А с другой стороны, один Пентакли говорит о том, что мы в начале какого-то пути. И правда, у вас будет прекрасный старт в 2024 году, чтобы любой практически свой проект осуществить. Или, если вы человек творческий, какой-то шедевр создать, для себя что-то хорошее. И нам будет, кстати, нас радовать, как и можно сказать, помогать, если мы рассчитываем не на сиюминутный где-то успех, который пришел, а завтра испарился. Нет, здесь у нас какое-то продолжительное занятие, увлечение или то, что для нас важно, и мы рассчитываем на длительный период жизни. И карта сама по себе обещает успех, как будто на заднем плане восход солнца. А солнце это всегда как подтверждение нашей реализации. Давайте. Что будет помогать? Нет, все-таки старший аркан есть колесо фортуны, правда? Вселенная будет открывать нужные двери, будет сводить вас с нужными людьми. Это карта шанса именно в этой колоде. Поэтому для нас как раз очень много возможностей будет в 2024 году, и у каждого по-своему. У кого-то это проиграется. Посмотрите, одна карта напротив другой у нас легла. И это шанс тот, который касается личной жизни. А для кого-то это ваши амбиции и изменить вообще свой круг людей, которые близки, может быть, к вам, а также изменить свой статус, в принципе. И у кого-то это проиграется смена статуса где-то через деньги или через должность, через ваши амбиции, а у кого-то конкретно это проиграется в личной жизни. То есть будут перемены, мои дорогие, причем благоприятные. Давайте мы откроем, что может помешать. Практически ничего. По тройке
Пентакли можно, если мы соотносим с королевой мечей эту карту, это карта сдачи экзамена. Это перехода на другой уровень жизненного, кармического какого-то экзамена. Когда мы в прошлое закрыли дверь, но не потому, что это было связано с какими-то тяжелыми эмоциями, а потому что мы понимаем, что перед нами новые перспективы открываются, и мы открыты сами миру, какому-то новому интересу, новым возможностям. И конечно, эта карта придает вдохновение, безусловно, и у нас адепт нарисован таким образом, что он глаза прикрыл, как будто в своем изучении он о чем-то думает. Но мы-то вот эти глаза не должны прикрыть. Поэтому, с одной стороны, что нам может помешать? Явных помех нет для вас, но может быть вот этот момент перехода, если мы говорим, что словно сдача экзамена жизненного, и это всегда какой-то ну, пороговый или пороговое значение, да, а если мы знаем, стоя на пороге и, допустим, при входе в помещение, в дом, если у нас открывается дверь, мы ее открыли, и где-то открыто окно, это своего рода как шторм какой-то, или как сквозит, мы чувствуем какую-то неуверенность, турбулентность. Вот это может быть. В момент перехода мы всегда все, когда у нас что-то в жизни меняется, мы испытываем каждый по-своему по длительности этот период как-то ощущает, но тем не менее неуверенность может быть, потому что мы еще пока не знаем, не можем просчитать, что будет наперед, может быть детально, как разовьются события, но нам добавляет силы идти вперед, когда есть интерес, вдохновение и желание учиться. Вот желание учиться, оно будет вам давать определенную уверенность. Или, может быть, понимание того, что уже не будет как прежде. Это тоже со знаком плюс. Но, тем не менее, как и все новое, наверное, где-то может нас, ну, так вот немножко как лихорадить. Вот такой момент, он несущественно, но помешать может. Давайте мы на Таро 78 дверей. Прекрасные перспективы. Надо сказать, что начало 2024 года еще могут быть какие-то непонятности, какие-то неопределенности, потому что у нас еще будет действовать год кота, и это словно завершающий какой-то идет аккорд, поэтому уже где-то с переходом или с приходом ранней весны, много карт уже не смотрю, с приходом ранней весны ситуация будет как-то выравниваться. Поэтому если где-то в начале еще так есть то, что нас, ну, где-то выбивать может из колеи, то это нормально. Примите это как данность. Не все бывает идеально хорошо. Итак, какие двери передо мной будут открыты в 2024 году? И еще у нас выпадает королева мечей. А вы знаете, это то, чего нет. Я вам скажу, в этой колоде Таро королева мечей – это тот персонаж, который мечтает о том, точнее, это воспоминание о прошлом. Дверей как таковых нет. Есть только, знаете, как, ну, сожаление о том, что я бы мог сделать, но не совершил. Вот, значит, у кого-то, какие двери будут открыты, будет, видимо, необходимость рационально увидеть свои возможности, то, что вы бы хотели осуществить, и какова реальность этой жизни. Будут, если мы говорим про двери, избавиться от каких-то иллюзий, возможностей. И как раз мы по королеве мечей уже говорили, и это у нас значение как раз какие неожиданности могут быть для вас как неожиданности, что я понимаю, что из тех моих планов, которые я хотела или хотела осуществить, может быть, 70% не возьмешь их в будущее. Они несостоятельны. И для вас нужно будет сделать или создать себе какую-то новую стратегию и тактику. Да, прежний шаблон не будет работать. И для нас будет, знаете, мне кажется, что я куда-то не могу, словно я не могу увидеть какую-то реальность, потому что прежний период мне не дал ту возможность осуществить мой проект, который я бы хотел. Словно двери
прошлый период были передо мной закрыты. Мне много мечталось, но осуществилось далеко не все. Вот для кого-то из вас неизбежно, может быть, на начало года вот такие сомнения или возврат словно к прошлому. И мы с вами сказали, что да, еще год кота где-то действует, мы подводим итоги. Так вот, нам карта говорит, что, видимо, рациональный какой-то подход, он вам будет совершенно необходим, чтобы увидеть какую-то новую реальность. Это вам поможет проститься с какими-то, ну, ненужными планами, которые не сработают уже никогда. Хоть мы бы, может быть, и очень хотели. Здесь нам придется какую-то перезагрузку совершить. И, кстати, это можно сделать и в 2023 году. Потому что вот этот путь, как бы реформы или того, что мы понимаем, да, обстоятельства вокруг нас меняются. Какая-то реальность уже изменилась. И мы не можем застревать надолго, ну, в каких-то иллюзиях, наверное, или в каких-то мыслях, к чему не должно, невозможно что осуществить. Давайте мы узнаем, что же тогда осуществить я смогу. Еще раз нам выпадает колесо фортуны. Знаете, не отказывайтесь, потому что вам будет словно не отказывайтесь от предложений, не отказывайтесь, в принципе от каких-то приглашений, может быть, даже от чего-то иррационального. Нам придется, вот мы с вами сейчас только что проговорили о том, что проститься с прошлым, проститься с прошлыми нашими, может быть, как мировоззрением, так и установками в плане действий, потому что само пространство будет преподносить новые задачи, которые нужно будет решать в другом каком-то ключе или какими-то альтернативными методами. Может быть, допустить, что для того, чтобы я был успешными, мне теперь нужен как будто другая стратегия или другое воздействие. И как раз если мы открыты миру, и если мы на что-то соглашаемся, мы и приобретаем этот опыт, и для нас тогда и еще больше каких-то возможностей. Это старший аркан. И если мы говорим, что я могу осуществить, наверное, то вы сумеете развить как раз то, что вам преподнесет судьба. У нас все-таки два колеса фортуны. И я могу еще сказать, вы можете оказаться и не раз в течение года, а дракону это очень характерно, когда идет быстрая смена вообще или обстановки, или событий. И вам придется держать руку на пульсе, чтобы чего-то не упустить. И ведь это старший аркан, у каждого в чем-то своем проиграться может. И значит, если мы не отказываемся от чего-то, не ожидаем, что придет именно та возможность, как мы ее себе представляем, то тогда мы для самого себя или самой сделаем что-то, ну, просто невероятно хорошее. Мы изменим, по сути, свою судьбу или изменим свое качество жизни, так это тоже. Что я могу осуществить? Четверка жезлов. Практически, да, нам показан дом, полная чаша. Четверка жезлов – это, как, знаете, 4 столпа надежности, уверенности, теплый уютный дом, благополучие, взаимопонимание. Все то, что я озвучивала где-то по королю кубков. Вот эти две энергии, личная жизнь или любовь и финансы, как раз увязаны в четверке жезлов. В других колодах, в другой, точнее, колоде это называется праздник после победы. И вот что мы сумеем осуществить. Будут возможности самые невероятные. Рядом у нас колесо фортуны. Но в итоге вот этот праздник после победы вы определенно осуществите. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.